Камера, мотор. Срочная новость. Русский язык ушел в отпуск. Да, он устал. Слишком много правил, исключений и неправильных ударений. И, честно говоря, мы его понимаем. Но мы не можем оставить миллионы людей без языка, поэтому пригласили на временную замену его иностранную версию. Но, возможно, лучше бы оставили тишину. Друзья, не переживайте, я в совершенстве владею русским языком. Считайте носитель. Я тоже, знаете ли, читал Достоевского. Правильно умею в большинстве случаев ставить ударение. И тоже знаю, что такое дефективные глаголы. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот это все, оно совершенно не нужно. Вся эта орфография, пунктуация, что там еще есть? Спряжения, будь они неладные. Русский язык-то ведь ушел в отпуск не потому, что он просто устал, а потому, что он слишком сложный и устал от своих же правил. Поэтому, пока есть такая возможность, надо его исправить. Чего? Что значит исправить? Нет, ну а чего усложнять-то зря? Надо быть проще. Сколько у нас там падежей? 6. Давайте оставим 1. Именительный, например. Начальную форму слова определяет. А что нам еще нужно? По-моему, этого достаточно. Недостаточно. Ну смотри, было. Из магазина я вернулся с полным пакетом конфет. Да. Стало. Из магазина я вернулся с полный пакет конфеты. Но ведь так говорят только в плохих переводах. Милая моя, а кто решил, что это плохой перевод? Русский язык. Что такое хорошо, а что такое плохо? Теперь за это ответственен я. Так что не надо мне тут. Идем дальше. Что у нас с глаголами? Я говорю, ты говоришь, он говорит, они говорят. Что это такое? Зачем все эти сложности? Отменяем. Отныне мы будем говорить. Я говорить, ты говорить, он говорить, она говорить. Но ты же просто все превратил в инфинитив. Да, инфинитив – это универсальная форма. Она одна, она удобная, и у нее нет всех этих странных спряжений. О, Господи, куда мы катимся? Пункт 3. Лишние буквы удаляем. Что значит лишние буквы? В русском языке нет лишних букв. Все буквы нужны. Угу. Ну и для чего нам нужен твердый знак? Ну как же, у твердого знака много функций. Например, разделительная. Как мы, по-твоему, будем писать и говорить слова подъезд, подъем, съесть? Скука! Уверен, что во время реформы русской орфографии были такие же зануды, как и ты, которые не хотели отменять твердый знак в конце слов. Однако посмотри, как это всем нам упростило жизнь. Дальше. Зачем нам две одинаковые буквы? Ш и Щ. Надо оставить одну. И это будет Ш, потому что она намного проще. Подожди, ну и как мы теперь будем говорить два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке? Так, как говорят многие иностранцы. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. Студенты русского языка, не благодарите. Но это еще не все. Я прекрасно понимаю вашу физическую боль, когда вы пытаетесь выговорить эту ужасную букву, которая, кажется, вообще состоит из двух букв и только притворяется, что она единая буква. И это «ы». Долой «ы». Ну так нельзя, давай ее хотя бы на что-то заменим. Мы же не можем просто вычеркнуть букву и говорить вместо «рынок» «рнок»,
А вместо улыбки улыбка. Не можем. Могу. Ага, попался. И как ты сможешь передать этот смысл, если ты планируешь всем глаголам дать форму инфинитива? Тогда ты должен будешь сказать «не мочь», «мочь». Ну и кто тебя поймет? Ладно, говори, на что ты предлагаешь заменить «ы». Ну хотя бы на «и». Рынок, ринок. Улыбка, улипка. Класс, мне нравится. «И» заменяем на «и». Ну хоть так. А еще отныне буква «о» всегда будет читаться как «о». То есть никакого молока? Ну к чему этот хаос? Никакого молока. Пожалуй, на этом я остановлюсь. А нет, последнее. Блин. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем нам ударение? Только не ударение, прошу тебя. А чего? Вон японцы живут без ударения, кажется, и все у них хорошо. Поэтому предлагаю исключить из русского языка ударение. Вернее, не исключить, оставить их там, где душе угодно. Торты или торты, красивее или красивее, звонит или звонит, да какая разница? Что хотите, то и говорите. Так, что тут происходит? Слава богу, он вернулся. От нас никуда не денется. Ой, русский язык вернулся. Конечно, вернулся. Вы думали, я насовсем ушел? Устроил себе выходной, а тут, понимаешь ли, бунт устроили. А ну-ка дай посмотрю, что вы там навидоизменяли. Да. Ты что, всерьез решил меня переписать? Ну, понимаешь, я сам изучал русский. И я знаю, как иностранцам сложно с падежами, спряжениями, ударениями. Погоди, так ты иностранец? Ну да. Я знаю русский идеально, но я помню, как мне было сложно. Я просто хотела облегчить жизнь другим. Слушай, я понимаю, я правда сложный. Падежи, склонения, ударения. Но если все это убрать, то это буду уже не я. Ну а как же иностранцы? Они справятся. Точно так же, как справился ты. Подождите, я что-то, видимо, прослушала. Так он все это время был иностранцем? Ну что ж, реформа русского языка не состоялась. Русский язык вернулся, и все снова сложно, так, как и должно быть. Так а правильно, торты или торты? А теперь к другим новостям. Подождите. Этот же иностранец взялся за китайский. О-оу. Бедные китайцы. Не пытайтесь упрощать русский язык. Это небезопасно для вашего общения.